В этом видео мы подготовим с помощью FreeCAD модель приспособления для откручивания масляного фильтра. Потом с помощью орка-слайсера подготовим файл к печати. Кратенько посмотрим, что получилось в итоге. И в конце несколько советов для тех, кто только начинает использовать FreeCAD. Начнем мы с того, что создадим новый файл. Создаем объект. В объекте создаем эскиз на горизонтальной плоскости. И начнем мы с того, что добавим вот такой правильный многоугольник. Нам нужно как раз 14 граней от центра. От центра пусть будет... сейчас случайно забьем тут что-нибудь, но чтобы он был выровнен. Так, почему мы случайно забили радиус? Потому что радиус, если можно применить радиус к многоугольнику, наверное, можно. Здесь он считается по ребру. А нам нужно считать по грани. Потому что так было просто удобнее измерять на фильтре фактический размер. Поэтому эту фиксацию мы удалим. Выберем вот эту точку и добавим высоту. Так как мы не выбрали никакую вторую точку, это будет расстояние до горизонтальной оси. 74 я намерил на фильтре. Добавим 0,2 рабочего зазора, чтобы не было в ноль между ключом и гайкой. Разделим на 2. Отлично. Так, теперь нарисуем ручку. Мы будем рисовать вот этим инструментом полилиния, потому что он позволяет нам на ходу переключать виды сегментов. Вот тут нам нужен круглый. Отлично. А тут нужен снова линия. Отлично. Все создали. Выровняем теперь относительно Выровняем теперь относительно горизонтальной оси. И зададим радиус закругления, который будет шириной как раз ручки. Все, не совсем все. Вот видите, у нас тут можно вот так вот подвигать, потому что здесь есть тангенциальная фиксация, а вот здесь нет. Выделим линию и окружность и установим фиксацию. Все. Теперь мы можем внешнюю стенку нарисовать. Тоже такой берем инструмент. Дуга по 3 точкам. Очень удобно для данного случая. Вот так вот мы его нарисовали. И зафиксируем центр. Все отлично. И зададим теперь радиус 83,5. Я там намерил. $83,5. Вот. Что дальше? Дальше мы посмотрим, что из этого получилось. Можно сразу придать объем. Чуть повыше. Вот. Ручка слишком короткая. Так. Не очень эстетично это пока что и не очень прочно. Поэтому что мы сделаем? Дальше отредактируем. Зададим длину ручки. Примерно так. И вот в этих зонах у нас получится максимальная концентрация напряжения, когда мы будем вращать ключ, и поэтому, скорее всего, здесь все сломается. Чтобы этого не произошло, мы сделаем тут закругления вот такие. Сделаем их одинаковыми. И достаточно большого радиуса. Вот примерно так. Так. Дальше. Посмотрим теперь. Теперь гораздо лучше уже выглядит, но еще недостаточно. Добавим фаску. Пусть будет 1,5 миллиметра. 2 фаски, то есть сверху и снизу тоже. Раз. Уже стало еще лучше. Так, а теперь у нас специфика 3D-печати. Когда мы сделаем нарезку для 3D-печати, слайсер вот здесь внутри ручки сделает легкое заполнение. То есть только стенки вертикальные и горизонтальные будут сплошняком, что называется, напечатаны какой-то толщины, а внутри будет такая пустота, в общем-то. А нам бы хотелось, чтобы это было немножко более прочно вот в этой зоне. И хитрость тут в том, что
можно путем добавления отверстий в деталь увеличить ее прочность в определенных местах. Ну, тут, в принципе, никакой магии нету. Просто там вместо легкого заполнения появятся вертикальные стенки. Вот. Значит, добавляем отверстия там, где, по нашему мнению, существует большое напряжение при работе. Ну, это, например, вот здесь. Значит, зададим какой-нибудь радиус. Наверное, многовато. Вот так. Вот эти два отверстия сделаем одинаковыми по радиусу и симметричными относительно вот этой оси. Вот. Теперь поставим примерно в центр вот этой вот зоны. Не будем задавать численные параметры, просто на глаз поставим примерно вот так. Все. Добавим еще одно отверстие вот здесь, чтобы можно было вешать на гвоздик. Ну, пусть будет не очень большое. Вот так вот примерно. Вот теперь... Ну вот, теперь, наверное, я бы сказал, что это готово. Сохраним файл. Теперь можно экспортировать в слайсер. Выделим основной объект. Экспорт. Правильный формат. В данном случае он просто самый популярный, потому что очень старый, и его все поддерживают. И какое-нибудь название. Ну, в данном случае по порядку. Так, теперь слайсер. Здесь у меня орка-слайсер. Существует еще несколько разных слайсеров, но я думаю, что они все принципиально похожи. Отличаются только какими-то деталями, которые используются при более профессиональном применении. У нас пока что можно сказать, что не требуется таких возможностей. Новый проект. Добавим наш объект. Вот он автоматически расположился вполне правильно. Далее проверяем, что выбран правильный профиль принтера, правильный профиль филамента, правильная настройка качества и скорости печати. Я сейчас выберу стандартную настройку из профиля принтера, который был встроен в слайсер, и мы посмотрим, что в нем не так. Так, нарезаем. Смотрим, что получилось. А получилось у нас здесь такое пространственное заполнение, которое должно работать во все стороны, а нам, в принципе, нужно, чтобы работало только по горизонтали. Поэтому мы сделаем обычные треугольнички. Вот, пусть будет 20%. Толщину верхней и нижней стенки поставим 1 мм минимум. То есть мы количество слоев не меняем, а тогда будет использоваться минимальный из этого. Ну, 1 мм это будет 5 слоев для нашего случая. Так, и толщину вертикальных стенок поставим 4 слоя. 4 прохода. Так, это прям вообще мало. То есть они даже не касаются друг друга, а я бы хотел, чтобы они немножко перекрывались, наезжали друг на друга. Поставим 6. Вот. Ну, не наезжают все-таки. Но соприкасаются. Можно и 7 поставить, в принципе. Так, вот теперь точно наезжают. В принципе, это уже можно отправлять на печать. Только, так, еще один момент проясним. Почему мы поставили плоскую фаску, а не круглую? С круглыми, на самом деле, иногда красивее объект выглядит. Так, вот если тут круглая фаска, то у нас получается вот примерно вот такой у нее профиль. И тогда нижние слои, вот второй и третий, у них будет угол нависания достаточно большой, настолько, что есть риск, что они будут падать вниз или еще каким-то образом неправильно напечатаются. А плоская фаска 45 градусов должен напечатать любой принтер с любым, наверное, материалом, с любым обычным материалом. Все, файл у нас готов. Можно экспортировать. Мы тут видим, что 34 грамма
филамента уйдет и час 53. Это займет по времени. Что интересно, вот на данном конкретном принтере, на принтере показывает гораздо больше, а здесь показывает то, что на самом деле, гораздо ближе к реальности, чем у принтера. То есть, на самом деле, это может быть занять примерно 2 часа, а принтер будет показывать 3. Так, экспортируем файл на флешку, сохраняем, извлекаем, несем в принтер. Все должно прекрасно напечататься. В итоге получилось вот такое приспособление. Можно увидеть, что оно отличается от того, что мы только что замоделили. В том числе тем, что я забыл добавить зазор. И пришлось насильно его натягивать на фильтр. Но PETG достаточно упругий, и поэтому в итоге все получилось. Несколько моментов для тех, кто только начинает работать с FreeCAD. Возможно, вы обратили внимание, что у меня навигация мышью работает, скорее всего, не так, как у вас. Вот здесь вот отображается, какие кнопки я нажимаю для панорамирования и для вращения. Это потому, что у меня выбрана настройка мыши, аналогичная блендеру, по схеме блендера. Просто я к ней привык, и поэтому она мне кажется более удобной, но это не значит, что она самая правильная. Вот. Также все сочетания клавиш, которые я использую, они, естественно, доступны через панель инструментов. Просто те функции, которые я использую достаточно часто, для них я запомнил сочетание клавиш, а те, которые не очень часто использую, для них не запомнил. Вот так это и происходит. Для шумных, насыщенных эскизов можно временно выключить, вот так вот, чтобы все было видно, или наоборот включить. Тут на самом деле не совсем удобно сделано. Например, иногда очень удобно видеть ассоциированные фиксации. То есть мы выбираем какой-нибудь объект и видим, с чем он связан. Но тогда все остальные не показываются. Я считаю, что это неудобно сделано в FreeCAD. Когда мы находимся в режиме редактирования чего-либо, например, эскиза, или в режиме редактирования модификатора, то если мы не закрываем вот эту панель, у нас может нелогичное, на взгляд пользователя, поведение будет у программы, поэтому нужно не забывать их закрывать, когда мы с ними закончили. Вот еще такой момент у нас, допустим, и создаем новый объект и новый эскиз. Чтобы продемонстрировать такую штуку, мы делаем какой-нибудь контур достаточно сложный, и в итоге по какой-то причине не закрываем его. Может быть, просто так в процессе редактирования получилось, что он остался незакрытый, хотя, и мы этого не заметили. Если мы попытаемся придать ему объем с помощью каких-то из этих функций, то это не получится, потому что операция требует закрытого контура. Вот тут, собственно, так и написано, контур не замкнут. И иногда это не всегда понятно, как их находить. Чаще всего, если у вас все элементы зафиксированы, то они не должны двигаться. И, соответственно, будет понятно, что если какой-то элемент двигается, значит, он не зафиксирован. Но зафиксировать понятно, что просто. Надо выделить 2 точки и нажать «Взаимная фиксация». Так ее назовем. На самом деле она называется «Фиксация совпадения». Вот. Хорошо. Дальше. Так, и, значит, в чем еще важность правильного выбора элемента перед какой-нибудь функцией? Это, например, вот этот документ мы закроем, он нам не нужен. Например, функция экспорта нам не скажет, что у нас выбран неправильный объект. И если у нас выбран, например, эскиз, то функция экспорта его экспортнет. Просто там внутри будет... если честно, я не исследовал, что там. Там, видимо, данные эскиза. Вот. Поэтому нужно не забывать если мы хотим экспортировать всю деталь, весь объект, то нужно выбрать именно тело и после этого только экспортировать. Пожалуй, и все. Могу только сказать, что FreeCAD вообще по интерфейсу не очень логичный, и это, пожалуй, самая его печальная сторона, но в остальном для простых изделий вполне подходит.